Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Сегодня у нас будет переигровка. В каком плане? Дело в том, что последнее видео от HS Razor Shaving, оно получилось неоднозначным, и там, как бы, скажем так, с двух сторон у ребят были претензии. С одной стороны, у шамана 3 ноги. Говорит, что за фигня такая, тут как бы год уже подписан, а у Викторовича все хорошо. И это хорошо, и то зашибись. Вот он хоть что-то ругает. Так, очки убираем. Но я постарался ему как-то объяснить, что ну как ты будешь ругать, если, допустим, так, если тебе что-то не понравилось, ты об этом говоришь, но ругать-то смысла нет никакого, потому что мы с вами прекрасно знаем, насколько вариативно бритье, и то, что тебе лично не доходит, не факт, что другому человеку не понравится. Поэтому надо стараться давать максимум информации мне, а вам надо стараться включать свою голову по максимуму и думать, и делать выводы. Ценны не те выводы, которые я вам предлагаю с экрана, ценны те выводы, которые вы сделаете сами для себя лично. Но конкретно в этом случае я дал промашку. Какую же? Дело в том, что есть еще один человек, Виктор Бравко, который тоже уже достаточно прилично подписан, выходит и говорит: ребят, я, конечно, извиняюсь, но что за хрень? Компания канадская столько работала, столько информации перелопатила, постаралась выпустить новинку, и как бы, ну, надо было все-таки как минимум рассказать об этом. А Викторович тут вышел, помахал, тут шиминг устроил и сказал, что, мол, так и так, не моя бритва. Ну, понятно, что не твоя. Все-таки, ну, мягкий станок, очень мягкий станок, но все-таки надо же было рассказать как-то об этом более подробно, в стихах и в песнях. Компания-то проделала работу немаленькую. Ну и я, короче, вышел и сказал, что, мол, так и так, Виктор, да, мой косяк, моя вина, давай сделаем переигровку. Для того, чтобы сделать эту переигровку, мы сегодня с вами возьмем лезвие Astra и попробуем на этом лезвии и побриться. Хотя, если уж быть совершенно объективным, мне кажется, что многие неправильно понимают то, что написала компания. Несмотря на то, что я считаю, что это неверно, мы все равно сегодня будем бриться лезвием Astra, но когда там компания писала за это лезвие, кстати, обратите внимание, видите вот этот белый кружочек, да? Это нифига не белый кружочек, это вольфрамовая вставка. Для чего? Для того, чтобы, ну, не корябалось, это, наверное, во вторую очередь. В первую это плавная закрутка. И да, она здесь есть, несомненно, да, мягонькая такая. Ну и плюс ко всему, конечно, эстетика. Тут смотрится, конечно же, шикарно. Так вот, я попробовал эту бритву, да, для меня мягкая, но я отнесся к ней как к мягкой и как-то всю остальную информацию слил. В этом видео мы постараемся с вами это компенсировать. Сейчас мы побреемся Астрой, только Астрой. Несмотря на то, что компания все-таки делает больше акцент на то, что почему Astra. Они уцепили за эту экспозицию, что вот все лезвия там разные по ширине, и вот более-менее что-то нормальное по экспозиции можно сказать только если вы поставите лезвие Astra. Вот в этом ключе, я думаю, они сказали за Astra, чтобы привязать свои цифры. Хотя, на мой взгляд, это все-таки пустое, потому что, ну, насколько там эти лезвия разные по ширине. И учитывая то, что у них экспозиция у самой компании вот в этой бритве, она колеблется в таких пределах, что, ну, просто, ну, это счастье для тех, кто любит, ну, мягкие станки, ну и для женщин, конечно, от 3 соток до 6 соток. Представляете? Вот такая вот у них экспозиция. Плюсовая, но тем не менее от 3 до 6 соток. Естественно, это расчетные данные. Но, блин, ребята, ну это мало. Это мало. Хотя, если преследовать ту цель, которую преследовала компания, вполне себе, может быть, это и оправдано. Об этом мы, наверное, все-таки поговорим ближе к концу, когда будут выводы. Сейчас мы с вами при шейф уже нанесли компресс и будем делать пену. Хорошо. Так, пока у нас кожа отдыхает, компресс наносил прямо на пришейф, мы, наверное, сейчас с вами займемся пеной. Сегодня у нас, ребята, будет кабанчик. Один из самых моих любимых симок.
Я думаю, что вот лично для меня это самый удачный кабанчик от них. Он мне нравится своими сбалансированными качествами, то есть размер, упругость, компактность, эргономика. Здесь как-то, знаете, все вот так вот в кучу слилось для меня, и мне просто реально по кайфу. Я отдыхаю с этим по Москву. Мыло сегодня будет Фрутти, Via Berberia, то самое, которое предоставила опасная бритва РФ. И я там ошибочно сказал, что Free Frutti. А парни вышли и поправили. Ну, Виктор, ты что, никакой не Free Frutti. Компания просто пошла дальше и стала кое-что нам разжевывать. То есть в самом процессе бритья есть предметы, которые выходят, там идут по номерам по использованию. Первый, второй, третий, четвертый, и пошел, и пошел. Так вот, для тех, кто запутается и маленечко так, вот же, вот тебе номер 3, вот его третьим по счету и берешь. А первый там пришивый, там все, ну вот такой, ну вы поняли, да? Ну пускай будет просто Фрутти. Ребята, как оно мне понравилось. По запаху понравилось, по пене понравилось, по своим вот этим вот всяким вот органолептическим. Уха. Ну, отдыхаешь просто. Вот для праздника, хотите праздник? Вот для праздника может стоит это мыло брать. Так, ладно, вы не видели, я вам не показывал. Все, пена есть, еще один компресс и наносим. Хорошо. С моей точки зрения, компания провела титаническую работу. Это все эти замеры, все эти расчеты, просчеты, в том числе. Она попыталась вывести зависимость между экспозицией и гапом, найти какую-то свою такую золотую составляющую, которая бы привела к максимальной эффективности при максимальной, ну, скажем так, не комплементарности, а, наверное, все-таки безопасности. Вот это вот они. Ну и плюс ко всему они не забыли сделать акцент, что не смотрите на наш большой гап. Хотя какой там большой гап? Ну было в чем хвастаться. Я понимаю, что там все бритвы мерятся гапами, но блин, ну это не тот гап, за который стоит говорить, что у нас там такой гап, там что, ой, просто пипец. Но вы не бойтесь, нет там такого гапа, ну обыкновенный гап и все. Но тем не менее, компания говорит, если вы вдруг боитесь нашего гапа, не бойтесь, не ссыте, пацаны, у нас все нормально, потому что у нас спам маленький. Кто такой гап и кто такой спам? Гап — это минимальное расстояние от лезвия, от РК до нижней плиты, ну там гарда как раз в этом месте, знаешь, вертикальная такая тырц, а спам — это от РК до, вот где гарда вот этот радиус делает, вот до этого места. Ну да, оно у них минимальное, потому что, ну вы же видели как, да, она там все вот так вот заключена полностью в какую-то поверхность, которая только посередине имеет отверстие, и из этого отверстия выходит лезвие. А все остальное сверху крышка, снизу гарда, по краям сделали два таких защитных бортика. И получается, что лезвие только вот так вот тырц, выходит и все. Ну то есть она у них максимально защищенная. Так, а что я себе тут отметил? Я еще поотмечал кучу всего. Про углы 30 градусов. Да, не дать, не взять. И поработали тоже. Они якобы замерили кучу бритв, и на этой куче бритв они нашли, что углы реза варьируются от 30-45 и выше. Ну вот они решили выбрать 30. Задали это вот все вот этой площадкой. И получается, чтобы человеку было легче и держать было удобнее, они еще не стали на этом останавливаться, но еще и ручку по 30 градусов сделали по отношению к плите. Ну то есть получается тут 30, поняли, да? Ну это у них, скажем так, сделано для того, чтобы сделать бритье максимально комфортным. Ну, ладно. За пеноотводы компания очень хорошо там все расписала, что они у нее настолько эффективные, что вот есть вот пеноотводы, просто пеноотводы, а есть от них пеноотводы, что вот там вот брейся, хоть все бритье сделай, и ничего тебе не будет за это. Там ничего не застрянет,
все проскочит. А вот есть бритвы. Так вот, там все начинает застревать. Застревать, и режим бритья у бритвы прекращается, и наступает режим: то я хочу брить, то не хочу. Вот что-то типа такого. Ну, короче, не бритье, а одно мучение. Но у них-то пеноотводы не такие, они продуманные. На самом деле продуманные. Я только не пойму, зачем так много времени уделили описанию именно этих пеноотводов. Ну, хорошие, широкие, да, пролетают все со свистом, промывается даже вот в такой баклажечке, достаточно удобно, хорошо. Сейчас специально не переворачивал некоторое время. Ну, в принципе, нормально собирает. Хорошо и отводит хорошо. На удивление неплохо сняли. Может, и зря я на эту компанию бочку катил. Но пока вроде неплохо. Зарекаться давайте не будем. Давайте посмотрим, что в конце бритья будет. Так вот, там компания очень HS. Интересный такой акцент сделала. Если вы привыкли к одноразовым станкам, то переход на эту бритву для вас будет практически незамечен и чрезвычайно прост. Но в принципе тут-то я с ним... особенно наши бритвы должны понравиться женщинам. Вот. Но тут недвусмысленный намек на то, что это для людей с мягкой щетиной. Ну просто вот такими буквами уже пишут. Ну согласен. Плюс ко всему, у компании там очень интересное решение применили для фиксации лезвия и исключения вибраций. И если в большинстве случаев все компании стараются это лезвие зафиксировать как можно ближе к РК, ну в разумных пределах, конечно, то в случае HS это практически невозможно, потому что там нижняя часть на нижней плите, она сделана так, что она очень далеко от РК поджимает лезвие к крышке. Но ребята выкрутились, и выкрутились очень интересно. Так. Они не стали, как у всех компаний, закреплять лезвие полукругом. Они сделали трапецию. Но трапецию непростую. Дело в том, что эта равнобедренная трапеция, оба края имеет короткие. И получается, тот короткий край, как раз вот который относится к РК, за счет того, что он идет на излом, и плюс ко всему он еще короткий, по сути те напряжения, которые возникают в бритве, они жестко фиксируют это лезвие путем того, что вот она напряжена и упирается в верхнюю крышку. Плюс с этой стороны она защищена полностью. Здесь выходит только ИРК, снизу гарда, вверху крышка, по краям вот эти два шпунька. Но получается воздействие на ИРК только непосредственно напрямую кожей, щетиной. Ну, вот при таком способе, ну, в принципе не может быть вибраций. Но я их, кстати, и не ощущаю. Хлопцы.
Ну, пока все идет так, как бы мне в конце краснеть не пришлось и не забирать свои слова обратно. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока интересные вещи творятся, пока ничего говорить не буду. В конце, вот то, что получится, мы с вами вместе на микрофон проверим. Где там, что там, как там, ну, пока интересно. Так, что-то мне не нравится, сколько мыла по Москве, сейчас еще маленечко возьму. Чаша от Урмаза, карельская береза. И чуть-чуть водички, вот так вот еще. Вот, омолодили. Что до веса бритвы и того, что компания изготавливает ее из алюминия, но у них там какая-то своя версия того, что даже несмотря на то, что эта бритва чрезвычайно легка, сколько там, 38 грамм, да? Ну, не такая, что она и легкая, потому что средний вес станков, бритв, в большинстве своем это где-то 50-70 грамм, это середина. Но это 38, ну о чем? Это не легкая, это ну, почти середина. Но все равно они там рассказывают такую версию, что благодаря тому, что она легкая, вам будет его не напряжно держать. И бриться вам будет очень удобно. Я, честно сказать, удивлен, что вот при таком подходе, тщательном подходе к изготовлению этой бритвы, почему они не уделили внимания балансу. Хотя, несомненно, он есть, но они почему-то про него ни слова, ни полслова. Вот так. Очень было бы интересно, где там у этой бритвы баланс. Хотя, конечно, замерить несложно, можно сделать элементарно. Но компанию-то тоже было бы послушать, потому что у них там целая протянка вот такая накатана, как они все на свете поперемерили, поизмеряли и пришли вот к таким вот результатам, каким пришли. Ребят, добривок не надо. Вообще. Ох, хлопцы. Придется мне краснеть. Так, ладно, давайте сейчас вначале автошейф, а потом все остальное. Хорошо. Да. Век живи, век учись. Дураком помрешь. Так, ну все. Давайте, наверное, контрольный тест сделаем. Я не случайно взял сегодня шипр, потому что при всех раскладах самая лучшая лакмусовая бумажка, насколько ты разворочил свой эпидермис и вообще разворочил ли ты его, это хороший алкоголь. Он врать не будет. Там сразу все станет ясно. Но сейчас чисто внешне вот смотрю, что не очень-то я тут себе все и разворочил. Но вот эти вот мои любимые места, они, конечно же, без прокоснений при любом раскладе не остаются. Но, да что ты, блин, вот. Давайте его вот так вот от души бухнем. Вот. Ну это, блин, это 2 раза от души. Ладно, 7 бед, 1 ответ.
Шея поорать, точно, блин. Щеки меньше, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Твою ж дивизию. Дорогие мои друзья, все те, у кого нежная чувствительная кожа, и кто не может себе позволить алкогольного автошейва, хлопцы, блин, как же мне грустно за то, что вот это так. Как бы мне хотелось, чтобы каждый, буквально каждый, мог бы попробовать вот такой финдибобер. Потому что это же так зашибись, блин. Вот не было бы камеры, я бы по-другому сказал, но я думаю, вы меня и так поняли. Да. Ну, то, что я лопух, это уже понятно. Понимаете, в чем дело? Вот то первое КАИ, которое я поставил, на удивление, оно чуть-чуть лучше брило, чем сейчас. Ну, тогда акцента я этому не придал, потому что мне нужно было сразу. И я это сразу искал. Я его не нашел, поэтому и шиминг пошел. Ну, а сейчас-то уже мало того, что разговор пошел за все эти дела, да? То есть, Иванов, ну ты как бы это, и про бритву расскажи, и аргументируй. Понятно, тебе мягкие не нравятся, но есть же люди, которым нравятся, расскажи им. Ты же обзорщик или куда, или почему? Но вот тут я начал стараться и поставил зеленую астру, то, что поставил. По факту, ну вот это не химический ожог, это то, что алкоголь шарахнул. Мне это слону дробина. Ну, вот видите, здесь то же самое. Скоро это пройдет. Но по факту вот здесь вот так вот, если идти, ДФС, да. А если вот так, то нифига ничего. Вот это место умудрился выбрить хорошо. Не как опаской, конечно, но хорошо. Шея. Подносие. Подгубье. Подушье. Подглазье. Поджопье. Я этого не говорю, не слышите. Так вот, ребят, учитывая то, что мягкие станки не мои, я выбрал с этим станком замечательно. Потому что если бы вот сейчас, вот, допустим, был человек на моем месте, у которого мягкая щетина, он бы выбрался еще лучше. У меня средняя статистическая. И понятно, что эта бритва не для меня. Ну, скажем так, если бы такая бритва была у меня, это ежедневник. Ежедневник один из вариантов. Вот да, его вот в этом случае можно было бы применять. Но на 2-3-дневную щетину, сегодня была 2-дневная, ну, мне пришлось бы выскабливаться, и то чуть-чуть бы ДФС оставил. Там вышел, какая начлен разница, и сказал, что это крепкий ДФСник. Для нас, для всех возможно. Но для тех людей, у которых мягкая щетина, и для женщин, я думаю, что это очень интересный вариант для рассмотрения. Я вот сейчас всерьез в голове обкатываю мысль, насколько этот станок всерьез может кинуть предъяву HD34 и Wilkinson пластиковому, Wilkinson Sword. Это два мягких станка, которые на сегодняшний день в фаворе у людей и которые, ну, прочно, так, ну, с моей точки зрения, обоснованно заняли позицию. Это вот Merkur HD 34 и Wilkinson Sword, лидирующую, то есть первые места, и никого туда не пускают. Если кто-то знает еще какие-то бритвы, которые чрезвычайно хороши в мягком сегменте, напишите, пожалуйста. Но основная масса, за о чем люди говорят, и о чем упоминают, и о чем всегда говорят с удовольствием, это Merkur 34 и Wilkinson Sword пластиковый. Я допустил чрезвычайную ошибку. Я убрал из головы тех людей, которые любят мягкие станки, а это недопустимо. Как я думаю, почему? Потому что, ну, по сути, у этих людей вот эти вот две бритвы на первом месте стоят, но одна из замака, другая из пластика.
И если мы все остальные, у кого нормальная щетина и жесткая щетина, в бритвах буквально купаемся, хочешь на тебе с замака, хочешь тебе пластиковую, хочешь алюминиевую, хочешь тебе там вот с титана, из нержавейки, там дамаскуса, да из чего хочешь, на, пожалуйста, иди выбирай. То у ребят-то маленькая засада. Весь мир старается почему-то работать или на большую агрессию, или в крайнем случае на среднюю агрессию, а на малую агрессию практически никто не работает. Это новинка в разделе малой агрессии, мягких станков. То, что женщинам он понравится, да это к бабке не ходи. Потому что они тут законопатили все так, что тут даже захочешь, ну хрен там что-то порежешься. По сути, вот сейчас, вот с этим результатом, вот то, что вот у меня сейчас шагрень на лице, и ни сучка, ни задоринки, я думаю, что они слишком заморочились. Вот со всеми этими статистическими, с инженерными, чертежными вот этими вот всякими вот упражнениями. И они, может быть, даже где-то чуточку в сухую подошли. Ну, то есть, ну, ни для кого не секрет, но вот так вот начертить что-то, и чтобы оно заработало и сразу вот так вот стало, это практически нереально. Точно так же, как нереально создать вот копию чего-то один в один. Все равно какая-то своя аура, какой-то свой штрих у бритвы будет. Все вы прекрасно знаете историю, которая вот с Вульфманом произошла, да, там первая, там вторая, третья, ВР, вот эти вот все. Ну там ребята что-то там не заладили, разбежались. Один, ладно, начну производить, а у него ни хера не получается. Снова начинает, снова не получается, пока не плюнул нафиг и не вернулся с истоком. То, что делали вместе, вот наконец-то у него бритва запела. Нередки случаи, когда люди берут и просто путем 3D сканирования снимают с чего-то там копию, да, делают чертежи, потом берут, изготавливают бритву, она один в один, как оригинал. Вот просто вот прям вот, не то чтобы близнец, а вот там вот прям на атомарном уровне там вот это вот одно и то же. Только одна бреет, а другая ни хера не бреет. Но это из жизни, ребят, вы такие случаи наверняка тоже слышали. Так вот, люди, мне кажется, слишком в техногенную сторону ударились. Они слишком много всего вот этого, там вот все это просчитывали, выводили какие-то свои формулы, кривые, чтобы там при определенной экспозиции получить там максимальную эффективность, при максимальной безопасности, там вот это, там вот то. Но они, по сути, сделали великолепный кассетник. Обалденный кассетник. Тот кассетник, который в магазине вот так вот сейчас пойдешь одноразовый, ты не купишь, а здесь лезвие можно менять. И это все для людей с мягкой щетиной и для женщин. Это нишевый продукт. Вот у меня язык бы не повернулся кому-то посоветовать эту бритву для такого, как я, к примеру. Или для человека с жесткой щетиной. Хотя не скрою, несомненно, есть люди, у которых жесткая щетина, и которые бреются мягкими станками и выбриваются вот так только на раз-два. Ребята, это факт. Большинство людей, кто с жесткой щетиной, вот которых я знаю, они бреются именно агрессивными бритвами. Но есть и исключения, бреются мягкими, и причем результата достигают просто неимоверного. Им этот результат нравится. Я не знаю как, но они умеют. Вот и разве что таким еще спецам посоветовать, то да, тоже бы мог. Но вот предыдущее видео, свидетелями которого вы стали, по сути, ну это, наверное, все-таки мой позор. Позор, потому что, ну, я не до конца, как обзорщик, отнесся. Я не раскрыл все стороны продукта. Я из всех сторон, которые есть у этого предмета, взял та, которая обращена на меня, попробовал, сказал фу, и отвернулся и ушел. Но это же неправильно. Надо его рассмотреть было со всех сторон. И вот это я сейчас пытаюсь и сделать. Ну, фу-то я не сказал, но тем не менее, что-то фигня какая-то у меня получилась. По факту, я бы эту бритву брать не стал. Потому что, ну, она для меня реально мягкая. Но те люди, у которых мягкая, и женщины, ну, ребят, один из вариантов. Его соперники, Меркур 34, вполне может быть. Вилкинсон, сорт, который пластиковый, ну, какие они соперники. Вилкинсон — это серая лошадка. Несмотря на то, что он, так, знаете, такой, ну, пластиковый, простенький, стоит 3 копейки, зато бреет охренительно. То есть, ну какие конкуренты? А это авиационный алюминий или какой он там. То есть, ну как бы, тут надо смотреть. Но одну загадку эта бритва мне подарила. Какую же? Дело в том, что вот тот совет на сайте, который они пишут, что вот у нас там вот Астра, вот она вот усредненная, лучше всего с ней.
Я-то ее принял вначале за то, что они все это пытаются привязать к экспозиции, именно поэтому они говорят Астру, за то, что у нее усредненный размер, и что вот та экспозиция, про которую мы говорим, от 3 соток до 6 соток, это вот, собственно, с Астрой и есть. Я думал, к этому относится. Но, ребят, ну вот, с Астрой. И слава богу, я позвонил Станиславу, говорю, Станислав, прикинь, засада у меня нет. Ну, мужской выбор, вот кто, собственно, и прислал. Станислав, огромное тебе спасибо. Вот, что за фигня? Нету. Он говорит, Викторович, коробочку-то проверь. Я проверил, там действительно зеленая Астра. Вот она. Так что вот мужскому выбору еще раз огромное спасибо. Необычная бритва, необычная, но я думаю, свою нишу она на рынке точно займет, и найдутся люди, которые оставят ее у себя. Хотя не спорю, найдутся и те люди, которые, вот как вот хлопцы написали, с Украины мальчишка там один продавал, выставил на своем там где-то, ну где там на Украине продают, и говорит, производитель слишком дохрена продумали за человека, столько дохрена, что говорит, ну прям, что вот она бреет. То есть вот, ему скучно стало, и вот от скукоты он ее, видимо, и продал. Вот. Виктор Бравко. Вчера я тебе дал обещание, что я переделаю обзор и сделаю его более объективным. Уж не знаю, насколько мне это удалось, это судить не мне, судить всем вам, но, по крайней мере, я постарался рассмотреть эту бритву со всех сторон. Бритва необычайная, великолепная, прекрасная, расчудесная. Прям вот взрыв мозга и там какое-то открытие сезона. Вот такой бы я ее не назвал. Но с моей точки зрения это крепкий, мягкий станок и хороший кассетник. Вот если вы такое что-то ищете, ребята, посмотрите, посмотрите. Тем более в Канаду летать вам за ним не придется, он есть, он в мужском выборе, пожалуйста, ссылку найдете в описании под видео. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Богу здоровья, пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч, а в следующий раз мы с вами уже возьмем что-нибудь такое раритетное. От Дмитрича того же самого же. А может быть, к тому времени уже и Дмитрич созреет, потому что вот тут накануне недавно он меня обмылся. Блин. Сейчас я вот маленько, и я тебе напишу, как старые мастера делали пену, как они к ней относились, как они ее накладывали, и как вот это вот что. Если к тому времени у меня появится такая информация, может мы с вами такой вот прямо и проведем, и посмотрим, как старые мастера все это делали. Но это пока загадывать не будем. Все, пока-пока, подписывайтесь на канал.